Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я, Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо большое за ваши отзывы, за ваши пожелания, за ваши комментарии. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми уже работала. На канале есть много узорчиков с такими ниточками и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю и рассказываю я. Все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Летняя, демисезонная, зимняя, один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному. Пробуйте, экспериментируйте. Ну, а я расскажу о ниточках, с которыми работаю сегодня, особенно новичкам. Кто еще такие ниточки не видел, не знает. Смотрите. Называются они Визель, Рейнбоу, Ангора. Идем дальше. Цвет. Смотрите. 31. Он такой нежно-розовый, да, смотрите, переходящий в серый, затем в светло-серый, затем в беленький и обратно будет возвращаться, переходить в темно такой вот розовый цвет и аж до такой степени, что аж видите, фиолетовый и даже вот такой интересно синий. Вот такие ниточки. Итак, в 100 граммах находится 550 метров по составу. Это 15% мохер, 10% это альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Идем дальше. Нам советуют производители. Говорят, берите крючок, спицы от 5 до 6. Я данную пряжу уже вязала и вязала крючком номер 3. Вот такая вот моя рабочая лошадка. Я сегодня точно так же беру крючок номер 3. Ну, а вы изучаете свою пряжу. Точно так же смотрите рекомендации производителя, что вам совет по поводу крючка. Подбирайте крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта, да, как в принципе всегда. И дополнительно наберу 3 петельки. Итого мне получается 33 воздушные петельки набираю я, но вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, делаю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываю от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это будет у нас столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. Наша с вами задача пройти полностью всю цепочку и в каждую петельку цепочки провязать столбик с накидом. Понятно? То есть ничего сложного нет, единственное, вы себя будете контролировать. Количество по итогу столбиков у вас получится ровно столько, сколько вы набрали воздушных петелек в цепочке. То есть если я набрала 33 воздушные петельки, значит у меня получается 33 столбика с накидом. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти первые 3 петельки, да, имитация столбика с накидом считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, да, вы справитесь, несложно. А в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь будем приступать к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид и верхушку следующего столбика провязываем столбик с накидом. Есть. Вот эти первые 3 петельки подъема, это имитация столбика, считаем как столбик. 1 столбик, 2 столбик провязываем. Следующую верхушку столбика 3 столбик с накидом, в следующую 4, в следующую 5 и в следующую 6. Вы пока просто повторяйте, потом поймете принцип узорчика. Итак, вот наши 6 столбиков с накидом. Далее воздушная петелька, пропускаем 1 столбик
И в следующий, видите, в следующий столбик начинаем провязывать столбик с накидом. У нас сформировалось вот такое вот окошечко. Итак, первый столбик провязали с накидом, шагаем дальше. Второй столбик с накидом, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Как только 9 столбиков с накидом провязали, делаем опять окошечко. Воздушная петелька, столбик пропускаем и со следующего столбика начинаем провязывать точно так же 9 столбиков с накидом. Понятно, да? Вот. И так вот вы шагаете 9 столбиков окошко, 9 столбиков окошко. Тут мы провязали как бы половинку столбиков, но вы потом по узорчику увидите. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Не сложно? Не сложно. Давайте. Так, смотрите, мы закончили ряд точно так же, как и начинали. После окошечка у нас всего лишь только 6 столбиков с накидом. Дальше, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий столбик, вот, ныряем и провязываем столбик с накидом. Дальше, смотрите, направляемся вот к нашему окошечку, а именно к столбику, который находится ниже. Мы будем сейчас провязывать перед столбиком, вы увидите, в сам столбик и после столбика. Итак, для начала 3 накида. Раз, два, три. Вот, направляемся к окошку, опускаемся вниз. Вот таким образом захватываем крючком наш столбик, вытягиваем ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три накида. Опять сюда же вернулись, вытянули ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Теперь все 3 петельки провязали вместе. Мы с вами, получается, пропустили 4 столбика, да? То есть 2 провязали, а у нас же здесь 6. Поэтому аккуратненько возвращаемся назад, так, и провязываем наши 4 столбика, которые мы пропустили. Итак, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3 и столбик с накидом 4. Вот такая картина получается. Вот наши столбики наклонились, так скажем, влево, да? Идем дальше. Накид. Опять опускаемся на ряд ниже. Вот наше окошко. Мы опускаемся на ряд ниже. Вот этот самый столбик, перед которым мы вязали. Теперь вяжем в сам столбик, верхушку. Видите? Оп. Смотрите, вытягиваем ниточку. Вот таким вот образом. Держим на крючке, не провязываем. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. 4. 5. Ну, допустим, я сделаю 6 и 7. Да? Это получится у нас пышный столбик. Чем больше вы сделаете петелек, чем больше накидов, тем эффектнее получится пышный столбик. Но и пряжа скушает много. Поэтому смотрите, как вам будет удобно. Можете делать меньше, можете делать больше. Теперь все петельки провязываем до 2. Вот смотрите, раз, два. А теперь 2 петельки вместе. И вот такой у нас получается пышный столбик. Угу. Теперь смотрите, накид. Шагаем по нашим столбикам, по верхушкам, по порядку. Провязываем 4 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, следующий 2 столбик с накидом, следующий 3 столбик с накидом и следующий 4 столбик с накидом. Есть. А вот теперь наша с вами задача провязать вот точно такую же, получается, конструкцию, да, назовем ее так, только она будет у нас располагаться наоборот вправо, ближе к нашему пышному столбику. Помните, да, я говорила, что мы шагали вот перед столбиком, в сам столбик, теперь после столбика. Для начала делаем 3 накида. Раз, два, три. Теперь аккуратненько, удобно возьмитесь, чтобы вам было удобно. Именно вот таким вот образом спереди назад будем провязывать. Иначе у нас перекрутятся столбики, будет некрасиво. Итак, спереди назад, видите, захватываем ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три, опять накида. Опять сюда же возвращаемся, оп, и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, а теперь все 3 петельки вместе, оп, видите? Вот наша конструкция, точно такая же, как справа, точно такая же слева. Вы можете попробовать провязывать не спереди назад, да, а сзади наперед.
но у вас просто столбики перекрутятся и будет не так красиво. Идем дальше. Следующий накид, следующий столбик провязываем, столбик с накидом. И опять повторяем то же самое, что мы с вами только что провязывали. Опять 1, 2, 3 накида. Направляемся к окошку. Так, и опускаемся, получается, вот к нашему столбику, а именно, получается, перед столбиком, в сам столбик и после столбика. Поняли, да? Итак, вначале перед столбиком нырнули, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. 1, 2, 3 накида. Опять сюда же нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Теперь все 3 петельки вместе, так? То есть, видите, мы повторяем с вами точно так же, как мы и провязывали здесь. Опять мы с вами пропустили 4 столбика, поэтому возвращаемся и провязываем аккуратно за верхушки 4 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. Так, подправить. Следующий 2 столбик с накидом. 3, 4. Теперь опускаемся опять под окошко, вот к верхушке столбика. Теперь уже беремся за верхушку, вытягиваем ниточку и не провязываем, держим на крючке. Я буду, получается, набирать количество петелек и количество непосредственно накидов 7. Ну, вы сколько хотите, только делайте. Так, это первый. Дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7. Провязали до 2 петелек, 2 петельки провязали. Все, и дальше опять шагаем по столбикам. Вначале 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И опять точно так же возвращаемся вот к нашему столбику, да, вот будем делать вот такую вот картину. И вот теперь шагаем, видите, вот наш столбик за столбиком. Мы должны будем провязать 1, 2, 3 накида сделали. Теперь аккуратненько шагаем за столбик. Беремся вот так вот за петельку, чтобы нам было удобнее. Протягиваем крючок, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. 1, 2, 3. Опять накида. Возвращаемся сюда же. Вытягиваем, получается, ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Теперь все 3 петельки вместе. Оп, есть. И дальше 1 столбик с накидом, вот таким вот образом. Все, и дальше опять повторяйте на всю, получается, длину вашего образца. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот такая у нас получается первоначальная красота. Так, и мы, получается, закончили ряд вот нашими 2 столбиками. 1 столбик, 2 столбика. Угу. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Смотрите, накид. Вот наш полноценный, так скажем, столбик. Мы его провязываем столбиком с накидом. А дальше у нас получается, видите, верхушечка наших столбиков, вот, которые мы провязывали вместе. Мы эту верхушечку не трогаем. Нам нужны 4 наши столбика. 1, 2, 3, 4. Мы провязываем их. Итак, 1 столбик с накидом. Далее 2 столбик с накидом. Далее 3 столбик с накидом. И 4 столбик с накидом. Дальше у нас идет пышный столбик с накидом. Мы его тоже провязываем столбиком с накидом. Вот за верхушечку беремся. Это у нас будет 5 столбик с накидом. Дальше опять наши 4 столбика. 6 столбик с накидом. Далее 7 столбик с накидом. 8 столбик с накидом. И 9 столбик с накидом. И если вы вспомните самый первый ряд нашего узорчика, да, помните, мы делали 9 столбиков, окошечко, 9 столбиков, окошечко. Здесь у нас будет то же самое. То есть в первом ряду, если мы сделали 6 столбиков, да, окошечко, а потом по 9, то здесь мы начинаем, вот, получается, наши 2 столбика провязали, а потом 9 столбиков, после 9 столбиков окошечко, воздушная петелька. И вот, смотрите, помните, мы присоединяли, получается, наши столбики, вот,
Раз, 2 столбика, потом сам по себе столбик стоит, и еще 2 столбика провязывали вместе. Поэтому мы, смотрите, по верхушечкам как пропускаем. Раз, 2, 3 пропустили. И вот следующий столбик, раз, 2, 3, 4, помните те самые столбики? Мы провязываем только, получается, за эти верхушечки. Раз столбик с накидом, дальше шагаем. 2 столбик с накидом, дальше шагаем. 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Поняли, да? Потом у нас идет пышный столбик. Вот он, беремся за верхушечку пышного столбика, 5 столбик с накидом. Потом опять у нас, видите, 4 столбика идут. Раз, 2, 3, 4. И продолжаем так их провязывать. 6 столбик с накидом, 7 столбик с накидом, 8 столбик с накидом и 9 столбик с накидом. Опять делаем окошечко, воздушная петелька, так. И вот смотрите, по верхушечкам. Там, где мы провязывали верхушечка, 2 столбика с 3 накидами, 1 столбик с накидом и 2 столбика с 3 накидами. Помните, да? Мы все это пропускаем и переходим в следующие 4 столбика с накидом. Поняли принцип? Все то же самое, как мы провязывали вот в первом ряду нашего узорчика, просто мы сместили в шахматном порядке. Угу. Все, давайте до конца ряда 9 столбиков, окошко, 9 столбиков, окошко, 9 столбиков, окошко. Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. И как мы заканчиваем наше вязание? Вот у нас здесь 9 столбиков, да, после нашего окошечка. И смотрим по верхушечкам. Одна верхушечка – это вот эти 2 столбика с 3 накидами. Мы ее пропускаем. Ни воздушную не провязываем, ничего не делаем. Вот наши 2 столбика последние, мы провязываем только их. Столбик с накидом раз. И в третью петельку подъема провязываем столбик с накидом 2. Все, наш ряд закончен. 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Накид. И вот мы опять в этот же столбик, наш во второй, да, провязываем столбик с накидом. Все, тут у нас получается наши как бы краешки будут одинаковые. Теперь наша с вами задача провязать точно так же, что мы провязали во втором ряду нашего узорчика, но со смещением. Видите, где окошечко? Вот здесь будет пышный столбик. Так? То есть получается, наша с вами задача, вот сюда мы будем присоединять, наклоним наши, да, получается, столбики с 3 накидами. И вот сюда наклоним наши столбики с 3 накидами. Поэтому, поняли, да, мы вначале провязываем 4 столбика с накидом. Итак, раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Теперь мы должны будем сделать вот такую вот, поняли? Вот такие вот наклоненные, вот именно слева направо. 2 столбика с 3 накидами. Смотрите, как ориентир мы будем браться, вот, видите? Вот где у нас заканчиваются, получается, вот наши столбики. Мы точно здесь также будем провязывать наши столбики. Итак, раз, 2, 3 накида. Возвращаемся вот назад. Точно так же на ряд ниже, поняли, да? И беремся поудобнее, чтобы у нас наши столбики не перекрутились, захватываем, вытягиваем ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять раз, 2, 3 накида. Сюда же точно так же провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Теперь 3 петельки провязали вместе. Так. И у нас идет следующий столбик по порядку. И мы, получается, этот столбик провязываем столбиком с накидом. Нырнули за верхушечку и провязали. Есть. Теперь мы наоборот направляемся вот сюда. Опять делаем 3 накида. Раз, 2, 3. Вот как ориентир. Вот наш столбик центральный. Вот мы перед ним вот так вот ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Раз, 2, 3 накида. Опять сюда же нырнули. Вытянули ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, теперь 3 петельки все вместе. Угу. И вот те 4 столбика, которые мы пропустили, возвращаемся к ним аккуратненько и идем по верхушечкам. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3
столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Теперь провязываем точно такой же пышный столбик. Получается, опять опускаемся на ряд ниже, накид. Вот наш столбик, помните, да? Беремся именно за его верхушечку. И я буду вытягивать и делать 7 петелек. Раз. Сюда же 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Поняли, да? А дальше все то же самое, как мы с вами провязывали. По итогу получаются вот такие интересные ромбики, в центре которых формируются вот такие пышные столбики. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот что по итогу получается. Начинают вырисовываться такие интересные ромбики, да? И у нас, получается, заканчивается ряд. Мы провязали наши 4 столбика и вот 2 столбика, которые, ну, назовем кромочные, да? Опять 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот, накид. И в этот столбик провязываем точно так же столбик с накидом. Теперь наша с вами задача точно так же. Провязывать 9 столбиков с накидом, окошечко. 9 столбиков с накидом, окошечко. Но мы с вами будем повторять вот самый первый ряд. Получается, вот наши 4 столбика. Раз, два, три, 4. С двумя первыми это 6, да? А потом будем делать окошко. Итак, раз, два, 3, 4. Да? Вместе с двумя первыми столбиками получается 6. Точно так же, вот, как в нашем первом ряду узорчика. Далее помним, да, там, где у нас непосредственно верхушечки наших столбиков, столбики с 3 накидами, да, потом столбик с 1 накидом и опять столбики с 3 накидами. Мы, получается, делаем одну воздушную петельку и перепрыгиваем вот эти все 3 верхушечки. Раз, два, 3. Вот наши 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И вот мы провязываем, получается, эти 4 столбика. Раз, то есть формируется окошечко. Далее 2, 3, 4. Вот наш пышный столбик за верхушечку 5 и еще 4 столбика. Получается 6, 7, 8, 9. Поняли, да? И опять делаем окошечко. Принцип узорчика понятен? Понятен. То есть сам по себе узорчик это 2 ряда. В начале 9 столбиков окошечка, 9 столбиков окошечка. Потом, когда переворачиваете, вы начинаете делать вот такие вот интересные ромбики. То есть сейчас, когда вы до конца ряда провяжете, вы будете повторять точно так же, как вот во втором ряду. То есть вы вначале сделаете столбики, наклоните вот сюда к этим столбикам. Потом у вас будет здесь находиться пышный столбик, так? Потом опять 4 столбика и опять наклоните в другом направлении вот эти вот столбики с 3 накидами. Понятно? Да, я думаю, что понятно. Не сложно? Не сложно. Давайте увеличим на несколько рядочков образец, посмотрим, что получится. Я думаю, что будет очень-очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Принцип узорчиков понятен, да? Вот такие интересные получаются объемные ромбики с интересными шишечками по центру. Изнаночка. Изнаночка, видите, вот такая вот. Ну, не стыдно показать, ровненькая. Лицевая сторона, узорчик односторонний. В моем случае тянется очень хорошо из моей пряжи. Берите свою пряжу, пробуйте. Летнюю, демисезонную, зимнюю, естественно, вяжите топики, вяжите шарфики, снудики, кофточки, кардиганчики. Не забывайте про сумочки, да, с полипропиленового шнура, например. Не забывайте про коврики из полиэфирного шнура. То есть будет такой объемный, рельефный. Почему бы и нет? Берите яркую расцветку, будут летние вещи. Берите более, скажем, ну, темную, возможно, да, правильно, как сказать, расцветку. То будут вещи зимние, демисезонные. Не забывайте, что можно узорчики поворачивать, да, у вас вот так вот будет смотреть. Шарфики, снудики. Можно вот таким вот образом его перевернуть, почему бы и нет. Пробуйте. Вы большие дизайнеры. Вот как вы захотите связать, так оно и будет здорово. Понятно? Давайте замерим мою красоту сегодняшнюю. Я, получается, набирала сегодня 33 воздушные петельки. Ну вот, допустим, моя пряжа, мой узор, моя плотность вязания. У меня это получается, ну вот, смотрите, 19 сантиметров. И тут у нас первый ряд был наборный, да. Потом получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядочков. Так, сколько это у нас получается?
Ну вот практически 9 сантиметров. Видите, 8,5. Вот такая красота. Как вам? Если вы уже вязали что-то данным узорчиком, да, я его прям вот буквально недавно увидела, то рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, кофточки, кардиганчики. Если не вязали, подбрасывайте идейки новичкам, да, что можно интересного связать. И пробуйте, повторюсь, связать из любой пряжи. Из более толстой пряжи, из более тонкой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному. Возможно, будет у вас выглядеть еще красивее, да. Возможно, вы скажете, нет, из такой пряжи лучше не вязать. В общем, пробуйте, вяжите, оставляйте комментарии. Договорились? Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты, смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек, вяжите с удовольствием. Пока-пока.